Привет! Площадь старого города Иерусалима, где расположены главные святыни трех авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама, всего 1 квадратный километр. Казалось бы, что его можно обойти за один день. Но приезжая сюда, каждый раз мы с удивлением открываем для себя его новые уголки, неочевидные на первый взгляд, но с удивительной историей. История Иерусалима насчитывает более 3000 лет. Отвоевав этот город у хананеев, библейский царь Давид основал здесь столицу древнего Израиля, а его сын Соломон воздвиг первый Иерусалимский храм – храм Всевышнего. В Иерусалиме проповедовал, принял смерть на кресте и воскрес Иисус из Назарета. На горе Мория Авраам чуть было не принес своего сына в жертву Богу, и отсюда же вознесся пророк Мухаммед. Этот город был разрушен римскими легионерами, эти мостовые слышали их шаги. На башнях Иерусалима развивались знамена рыцарских орденов. Орды мамлюков с боевым кличем врывались в город. Удивительно, что, вступая в старый город Иерусалима, ты моментально переносишься во времени и пространстве. Старый город Иерусалима поделен на 4 квартала, границы которого весьма условны, но атмосфера у каждого квартала своя. Самый закрытый и поэтому тихий армянский квартал. Мусульманский, шумный и колоритный, с его многочисленными базарами. Проходящий через него крестный путь Виа Долороса дает нам возможность пройти этот путь со множеством туристов и паломников. Путь, по которому Иисус шел на Голгофу, продолжается через христианский квартал, к главной христианской святыне – храму Гроба Господня. Сегодня наш путь лежит в еврейский квартал. Вероятно, я вас удивлю, сказав, что еврейский квартал – самый молодой квартал старого города. В нем нет ни одного здания старше 1967 года. Друзья, мы входим в еврейский квартал старого города через Сионские ворота. Еврейский квартал – самый древний квартал, который был населен евреями почти беспрерывно, начиная с 8 века до нашей эры. Ключевое слово – «почти». В 586 году до нашей эры древний Иерусалим был разрушен вавилонским царем Навуходоносором, а евреи изгнаны в вавилонский плен. Через 48 лет они вернулись и восстановили свой храм. В 70 году нашей эры Иерусалим разрушен и сожжен римскими войсками под предводительством Тита. Примерно в 135 году нашей эры римский император Адриан на месте развалин Иерусалима строит языческий город Элия Капитолина и под страхом смерти запрещает евреям появляться в нем. Спустя столетия они вернулись. Особенной страницей истории Иерусалима стал его захват иорданскими войсками в ходе Первой арабо-израильской войны 1948 года, войной за независимость Израиля. На этой стене и воротах, ведущих в еврейский квартал, остались следы тех ожесточенных боев за право евреев вернуться в Святой Иерусалим. Население квартала в то время составляло примерно 2000 человек. Во время осады квартала иорданскими войсками его жители вынуждены бежать. Иорданцы планомерно разрушали квартал, стараясь стереть еврейское присутствие на этой территории. Вот здесь были похоронены 48 защитников еврейского квартала, павших в ходе боев. Впоследствии их перезахоронили на Масличной горе,
а на месте оригинального захоронения создали вот такой мемориал. В результате Первой арабо-израильской войны впервые за 1000 лет в еврейском квартале не осталось ни одного еврея и ни одного неповрежденного здания. Когда в 1967 году израильские войска отбивают старый город у иорданцев, оказывается, что весь еврейский квартал лежит в руинах. По законам Израиля, прежде чем что-то строить, должны быть произведены археологические раскопки. И перед глазами потрясенных археологов предстает древний Иерусалим. В результате раскопок был обнаружен фундамент крепостной стены Иерусалима VIII века до нашей эры, выстроенная царем Иезекии для защиты Иерусалима от нападения войск ассирийского царя Сенахериба, которое в итоге не состоялось. Об этой удивительной истории у меня есть отдельное видео, ссылка в описании к этому видео. В отличие от Силуамского тоннеля, эта стена не является шедевром древней инженерии. Она сложена наспех из разнокалиберных камней и, по утверждению специалистов, могла быть легко повреждена стенобитными машинами. Но до осады тогда дело не дошло. Эта стена сохранилась до наших дней как памятник эпохи Первого Иерусалимского храма. Римская улица Кардо. Эта улица была центральной торговой улицей времен императора Адриана в языческом городе Элия Капитолина. Северная часть улицы относится к римской эпохе, а южная – к византийской. Эта улица была торговой улицей на протяжении 500 лет. Сегодня улица Кардо продолжает жить. Но если раньше здесь были лавки, в которых продавали продукты, домашних животных, утварь для дома, то сегодня здесь художественные галереи и магазины с иудейской атрибутикой. Помимо магазинов, здесь можно увидеть и археологические объекты, такие как фрагменты городской стены и построек периода Первого Иерусалимского храма. Представляете, мы идем по крышам.
Мы с вами вышли на площадь, где есть три интересных объекта. Первый – это вот эта колонна иродианского периода, украшенная капителем в ионическом стиле. Второй – это вот этот мертвый кипарис, который, будучи молодым и сильным, нарос вот на эту поврежденную колонну. Вероятно, после разрушения Иерусалима Титом в 70 году нашей эры. И третий объект – это, пожалуй, единственное уцелевшее здание после разрушения еврейского квартала в ходе Первой арабо-израильской войны. Это здание представляло собой приют для бедных. Его построили Ротшильды для нужд еврейского квартала. Оно представляло собой очень прогрессивное строение по тем временам с водопроводом и газовым освещением. А сейчас мы с вами вышли на главную площадь еврейского квартала с его синагогой Хурва. Хурва переводится как «руины». Из тех 300 лет, что она существует, 200 лет она лежала в руинах. После последнего разрушения иорданцами в 2012 году ее восстановили. Давайте попробуем в нее зайти. На площади перед синагогой Хурва установлена золотая минора. На ее изготовление ушло 45 килограммов чистого золота. Деньги на ее изготовление пожертвовал украинский олигарх Вадим Рабинович, а создана она Институтом храма для будущего святого храма. У этой миноры ступенчатое основание такое же, как на паспорте гражданина Израиля, или, скажем, как на изображении миноры на арке Тита. Это было наиболее почитаемое древнее изображение миноры. Но во время раскопок в 70-х годах нашли изображение миноры Иерусалимского храма, которое сейчас считается истинным. Это фреска на стене в одном из 6 домов богатых евреев, вероятно, служивших при храме. Отличие этих минор в их основании. Очевидно, что основание храмовой миноры – это треножие. Вероятно, что римляне при транспортировке миноры в Рим треножие повредили, и для устойчивости миноры приделали к ней основание от какой-то своей статуи, потому что там мы видим какие-то языческие изображения. Дома еврейского квартала были разрушены римлянами в 70 году нашей эры, но их подвалы сохранились. И их можно увидеть в археологическом музее Воля, построенном непосредственно над руинами домов. Мы в него, к сожалению, не попали, поэтому демонстрирую вам снимки из интернета. Связь евреев с городом, память, передаваемую из поколения в поколение, стереть нельзя. Как и сотни лет назад, людской поток стремится к храмовой горе, к стене плача. Стена плача – это не только сердце еврейского Иерусалима, не только сердце земли Израиля. Это сердце всего мира. Совершив ритуальное омовение рук, люди подходят к стене
и обращаются к Богу. Со всех концов мира люди стремятся приехать сюда, чтобы обратиться к Богу и быть услышанным. Иерусалим. Здесь произнеслось столько молитв и пролилось столько крови, что у него есть своя, неповторимая душа. Душа Иерусалима. Постарайся ее почувствовать.